Всем привет, вы на канале Адвин Китай. Мы продолжаем Извините, прохождение игры Slay the Princess. Меня попросили читать все все читать, потому что не все понимают английский, поэтому я буду читать все. И учитывая, что тут иногда текст скачет в разные стороны, я тоже вряд ли смогу постоянно менять положение своей камеры, поэтому будет так. Поэтому я буду читать. Твоя задача покончить с ней. Если не справишься, наступит конец света. Ну это то, что мы уже делали. Я, в принципе, думаю, что здесь можно пропустить. Подожди, это же продолжение? Молча отправиться к избушке. По идее, это должно быть продолжение. Поэтому я просто пока что пропущу это. Мы это все видели. Что мы должны найти принцессу, она типа будет не лгать и все такое. Я должна пойти туда. Направиться в избушку. Все, давай, окей. Я пока даже не знаю, на самом деле, что бы я предпочла делать. Я не знаю, сколько тут концовок. Мне кажется, что она явно не одна. Это все мы тоже знаем. Это я пропускаю. Опция взять клинок. Я хочу взять его. И мы идем в подвал. В прошлый раз был какой-то психодел жесткий, поэтому я прям не знаю, на самом деле, что выбирать. Тут все такое странное, необычное, но в этом как бы прелесть игры. В этом и прикол. Кто здесь? Какое у нее повеление? Подожди, мы точно продолжим? Она жила продолжить игру, так что должно быть так. Я спущусь. Так, я спускаюсь. Так, стоп. Мне правда кажется, что это что-то не то. Типа все так же, как первый раз. Я не понимаю. Ну да, все правильно. Вот это самое последнее сохранение, которое было. Так что это то. Ну ладно. Неужели она и правда опасна? Сосредоточься на своей задаче. Я просто не уверена, есть ли смысл читать то же самое, учитывая, что мы это уже видели. Я еще не решил, что делать. Почему бы тебе не бросить нож и не поговорить со мной? Вполне разумно. Давай уберем клинок и обсудим с ней ситуацию. Так, окей, это голос героя. А это рассказчик. Не смей. Все нормально, мы решим, что с ней делать после того, как поговорим, возможно. Возможно, она и правда монстр, но сперва нужно самим в этом убедиться. Мы не можем убить ее просто так, без суда и следствия. Бросить. Ты разжимаешь дрожащую от волнения ладонь, клинок с громким бряцаньем падает на пол. Вопреки здравому смыслу ты приближаешься к принцессе, без клинка. Все будет нормально. Я представляю, чего ты надеешься добиться, уверяю, с ней невозможно договориться. Просто напомню, что клинок будет лежать на полу, поверь, тебе пригодится. Что ж, весьма странное начало отношений. Отношения? Ты что, флиртуешь со мной? Это, честно, мне не нравится этот вариант ответа, потому что он какой-то туповатый, учитывая обстоятельства, но я хочу его ответить чисто, чтобы посмотреть на то, что она ответит. До чего нелепое предположение. Мы встретились, и у нас завязался разговор. Это и есть отношения. Я здесь, потому что ты собираешься уничтожить весь мир. И ты вот так просто говоришь ей об этом. И поэтому меня здесь заперли? Но я не хочу делать ничего плохого, я люблю этот мир. Наверное. Честно говоря, я о нем мало что помню. Я тут уже очень давно. Да сколько она уже здесь сидит? Раз уж я способна уничтожить весь мир, то как я оказалась в подвале на цепи? А тебе не сказали, почему? По их мнению, я так опасна. Как тебе сказать?
Я надеялся, что ты сама мне расскажешь. Уничтожить весь мир — непростая задача, особенно для одной. Я даже не знаю, с чего мне следовало бы начать. Я ей верю. Поверь, она способна уничтожить мир, даже не зная, как это сделать. В нашей ситуации значение имеет лишь то, кому ты доверяешь. Тот, кто послал тебя убить меня, утверждает, что я якобы уничтожу мир, но не говорит почему. Мне это кажется подозрительным, судя по всему. Ты того же мнения, иначе мы бы не разговаривали, а пытались друг друга убить. Так, окей, мы это все уже видели. У меня смутное сомнение, не играю ли я сначала с самого начала. Реально, у меня есть смутное сомнение. Возможно, я где-то не там играю. Подожди, я еще немножко промотаю, потому что мы это видели. Так, кому ты доверяешь, мне пленница, жертве, принцессе, это она тоже говорила. Это все здесь. Ладно, достаточно разговоров. Давай... давай Хорошо, я покончу с принцессой еще раз. К несчастью, сомнения мешают тебе совершить чистую атаку. Принцесса пользуется тем, что ты замешкался и уворачивается, а в следующую секунду тебе в челюсть прилетает мощнейший удар. Такое ощущение, будто у нее не руки, а кувалды. То, что раньше было честью, превратилось в груду мелких костей. Челюстью, извиняюсь, почему я сказала честью? Просто. Holy shit, как больно. Ее первый удар разбивал тебя не только физически, но и морально. Хоть она и безоружна, неравным этот бой назвать никак нельзя. Красиво. Пока твой клинок беспорядочно режет воздух, ее кулаки раз за разом опускаются на твое тело. Эти удары по силе ничем не уступают тому, что раздробило твою челюсть. О, нифига себе. Окей, еще не все потеряно. Давай сдаться. Что, серьезно? У тебя начинается внутреннее кровотечение, ты уже не можешь держать клинок, и он со звонким бряцанием падает на пол. У тебя нет сил закончить начатое, избитый до полусмерти, ты падаешь перед ней на колени. Принцесса часто дышит и отшвыривает клинок подальше от тебя. Ей тоже нелегко далась эта битва. Жестко, конечно. Это конец, да? Это все, на что ты способен. Посмотри на себя. На тебе живого места нет. Должна признаться, ты меня разочаровал. Я максимально не понимаю, что мне выбирать. Это прикольно. Она ставит колено тебе на грудь, силой заставляя тебя лечь. Ты ударяешься спиной о пол, и кислород покидает твои легкие. Затем ее колено перемещается тебе на горло. Принцесса силой надавливает на него и ломает тебе трахею, лишая способности дышать. Ты не понимаешь, откуда в таком хрупком на вид создании столько силы. Как жаль. Я надеялась, что ты составишь мне компанию. В глазах темнеет, и ты умираешь. Опять. Так, глава 2, башня. Очень сложно. Давай. Это я не буду читать заново. Это я все спрашивала. А если развернуться и уйти? Ты прав. Давай просто уйдем. Мы не сможем ее остановить, так что лучше насладимся остатками отпущенного нам времени. Это голос сломленного. Окей, у меня уже был голос, помимо рассказчика, героя, голос какого-то там скептика или что-то такое был. И вот у нас голос сломленного. Серьезно? Ты вот так просто развернешься и уйдешь? Ты хоть знаешь, куда идти? Ладно, от тебя не отвяжешься. Я зайду в избушку и покончу с принцессой. И поговорю. Может, покончу, может, нет. Солгать, разумеется, знаю. Нет, главное, я точно знаю, куда идти не нужно. Вообще-то, меня устраивает ситуация, в которой миру придет конец. Быть может, он ознаменует новый рассвет для всех, кто будет после нас, а теперь я пошел в другую сторону. Давай. Если миру придет конец, то никакого нового рассвета не наступит. Все просто обратится в ничто. Навсегда.
Что ж, ты просто молча идешь по тропе прочь от избушки. Странно, похоже, эта тропа тоже ведет к избушке. Ну как здорово. Все вернулось на круги своя, вероятно, мир еще можно спасти. Рассказчик какой-то прям вообще хитрожопый, замудренный. Черт, я не знаю, ты чё? Ты чё, чертяка? Развернуться снова и уйти снова. Я смотрю, ты совсем не ценишь время, ни свое, ни чужое. Ведешь себя как законченный эгоист. Я ведь уже объяснил, что стоит на кону. Если ты не выполнишь эту задачу, все умрут, понимаешь? По-настоящему умрут. Навсегда. Ладно. Ты разворачиваешься и возвращаешься на тропу, которая привела тебя сюда. Погоди, что-то не так. Меня еще слышно? Ты должен возвращаться к избушке, но все вокруг словно размывается. Что случилось? Где мы? Мы мертвы, это же очевидно. Окей, голос сломлен, Уэд. Поняла. Мир вокруг тебя раскручивается, его физическая материя заменяется тканью пустоты. Тишина. Слышен отдаленный грохот переплетения множества звуков. Колебания становятся громче, когда приближается нечто иное. Щупальца трогают ткань реальности. Конечности находят твое сознание и обвиваются вокруг него. Ты больше не один. Сопротивление. Пальцы царапают когтями стеклянную поверхность твоей души. Разочарование. Этот сосуд полон тобой. Мне нужен пустой сосуд, в котором я могу поселиться. Что-то, что по форме напоминает меня. Я не знаю, тут настолько все непонятно сейчас сначала, что ты вообще не понимаешь, что тебе выбирать. Типа, непонятно, никто тут плохие, никто хорошие, если таковые вообще есть. Непонятно почему и как. Ну, давай я приму мысли. Спешка. Тебе нужно закончить историю, только так мы сможем отсюда выбраться. Сила, подавляющая твою волю. Нет, ты не можешь вернуться назад, не туда. Сожаление. Этот мир сломан, и его невозможно починить, мы должны создать новый. Грозящий палец. Здесь не так уж много нитей, не трать их попусту, я твое единственное спасение. Сложно. Так. Это жестко. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Пошли, я не знаю. Ладно, спасибо тебе за поддержку. Да не за что, работа у меня такая. Я даже не понимаю, как относиться к этому рассказчику. Ну, учитывая, что он заставляет меня, по сути, это делать, то, наверное, не очень хорошо. Да, она плохая, она будет лгать. Направляюсь в избушку еще раз. Я попробую не брать нож. Так, да, спуститься в подвал. И ты мне... Он не заставил меня брать клинок, смотри. Дверь со скрипом открывается, ты видишь ведущую вниз лестницу. Из подвала пробивается тусклый свет. Это очень мрачное место. Она сейчас говорит иначе, чем в прошлый раз. Она сейчас говорит так, будто она боится. Кто там? У нее чарующий голос настолько, что его невозможно забыть. Голос героя. Не суди о ней по голосу, она пытается затуманить твой разум. Ты очень рискуешь, спускаясь к ней без оружия. Я пришел, чтобы спасти тебя. Давай еще раз. Сколько раз тебе нужно повторять, что выпускать ее опасно, чтобы ты наконец понял? Правда? Ты пришел меня спасти, я уже не верила, что когда-нибудь отсюда выберусь. Спускайся, я хочу поглядеть на своего спасителя. Давай. Так. Ты спускаешься. Ваши с принцессой взгляды встречаются. На ее запястье тяжелые кандалы, цепь которых прикована к дальней стене подвала. Так, очередной раз она прекрасна, разве она способна причинить кому-то вред? Прошу тебя, не отвлекайся от задачи. От твоих действий зависит судьба мира.
Привет, не могу поверить, что ты здесь. Я ждала этого целую вечность. У тебя с собой, случайно, нет чего-нибудь, чем можно снять эти оковы? Не делай этого. Если снять с нее оковы, мы окажемся на шаг ближе к концу всего сущего. Я подумаю, что можно сделать, осмотреть оковы. Давай. Ты делаешь только хуже. Это фатальная ошибка. Нет, ты совершаешь доброе дело. Ты подходишь к торчащей из стены цепи, которой прикована принцесса, и делаешь резкий рывок. Цепь тяжелая и прочная, тебе такой ни за что не сломать. Похоже, ключа у тебя нет. Может быть, он где-то наверху? Вряд ли. Тот, кто запер принцессу в подвале, хотел, чтобы она никогда не увидела белый свет, поэтому не оставил в избушке ключ от ее оков. Есть какие-нибудь идеи на случай, если ключа там не окажется? Может, оковы можно как-то сломать? Может, это какие-то мультивселенные? Хотя, ладно, это странно. Если нет, то можно отрезать мне руку. Она произносит это с выражением полной невозмутимости на лице. Если бы мы целую вечность просидели на цепи и мечтали выбраться на свободу, то тоже предложили бы отрезать нам руку. Даже бровью не повели бы. Ты собираешься выйти из подвала, но дверь перед тобой захлопывается. Опять. Попытаться открыть дверь снова. И она снова заперта снаружи. Крики мольбы не помогают. Как обычно, снова то же самое. Спуститься к подножию лестницы. Ты спускаешься к подножию лестницы, и все было бы куда проще. Возьми ты клинок с самого начала. Проще для кого? Для всех. Только посмотри, к чему привели твое решение. Я слышала, как щелкнул замок. Теперь мы заперты здесь вдвоем. В голосе принцессы слышны нотки паники. Если бы я смогла освободиться из этих оков, мы бы точно выбрались отсюда. What the... Без долгих раздумий она подносит запястье к рту и вгрызается в него зубами, словно дикая волчица. Подожди. Ну ты могла раньше это сделать, если у тебя не было выхода. Подожди, что происходит? Что это? Ты наблюдаешь, как она терзает свою плоть, и вдруг слышишь позади себя звук. Так звенит сталь, когда ударяется каменный пол. Это тот самый клинок. Ты не знаешь, как он здесь оказался. Если не атаковать сейчас, возможность будет упущена. А еще клинок может помочь ей выбраться. Если поможешь, ей не жди ничего хорошего. Я хочу спасти. Ёпарасоте. Вопреки здравому смыслу, ты подносишь клинок к окровавленному запястью, изувеченному зубами принцессы, и целишься чуть выше оков. Сталь входит в плоть. Клинок настолько острый, что одного удара хватает, чтобы пробить кость. Ее безжизненная кисть падает на пол. За ней падает и цепь. Мы только что отрубили ей кисть, и она не издала ни звука. Именно, ни звука. Вы встречаетесь взглядами, она смотрит тебе в глаза и мягко улыбается. Капли крови с ее запястья падают на пол, мерно отбивая такт. Как она может улыбаться после такого, будто ей ни капли не больно? Спасибо. А теперь давай выбираться отсюда. Ну давай подойдем к двери. Нет, так не пойдет, ставки слишком высоки. Ты не можешь вот так взять и позволить ей выйти. Нет, я не могу позволить ей выйти. Едва принцесса успевает подойти к первой ступени, твое тело шагает вперед и заносит клинок. Опять. Стой, так нечестно, ты не можешь решать за нас. Да он, по-моему, с самого начала за нас решает. Что ты делаешь? Я не буду поканчивать. Я предостеречь или предостеречь снова. Прекрати. На тебя просто что-то нашло, да? Ты ведь не станешь этого делать, правда? Твое тело подается вперед, клинок уже наготове, еще момент, и ты вонзишь его ей в сердце. Но за мгновение до удара принцесса уворачивается и прижимается к стене. Прекрати, не пытайся сопротивляться, я делаю все, чтобы ты выбрался отсюда живым.
Давай еще раз. Я буду сопротивляться. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance. Ты упрямо продолжаешь сопротивляться, замерев, словно статуя. Принцесса делает робкий шаг к тебе навстречу. Мы оба знаем, что это не ты. Скрин. Прикольно выглядит, конечно. Она осторожно протягивает руку и берет клинок из твоих негнущихся пальцев. Ну что ты творишь? У него такие ноготки классные. Слушай, я завидую. Прости, я постараюсь не затягивать. Она вонзает клинок тебе в грудь, разрывая жилы и мышцы. Тебя захлестывает нестерпимая боль, но ты все еще не умер. Что за фигня происходит, слушай? Крепись, мы сумеем выстоять до конца. Ради нее. Ради нее, только не надо делать вид, что ты умираешь страшной смертью за правое дело, словно рыцарь. Вы двое обрекли на смерть весь мир. Что ж, она пронзает твою грудь клинком снова и снова и снова. С каждым ударом боль все глубже и глубже пробирается в твое израненное тело. Окей. Она что, ни разу не держала в руках нож? Как видишь, правда, уже совсем не важно, умеет она пользоваться клинком или нет. Колотые раны никуда не исчезнут, и совсем скоро ты умрешь от кровопотери. What the fuck? В смысле, прости меня? Да что тут происходит вообще? Принцесса наносит последний удар, и ты больше не можешь устоять на ногах. Твое тело превращается в безвольную куклу, ты валишься на пол, и вокруг тебя образуется лужа крови. Принцесса в ужасе смотрит на твою развороченную грудь, и по ее забрызганному кровью щекам катятся слезы, оставляя за собой розовые дорожки. Но мы ведь не можем вот так взять и умереть. Себе видел? Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе, но не могу отрицать объективную реальность. Вы вдвоем сделали свой выбор. Все кончено. В глазах темнеет, и ты умираешь. Прекрасная дева, глава 2. Окей. Опять, да ты гонишь, я сохранюсь. Сложно, очень сложно. Окей, я знаю все твои трюки. Все, иди в жопу, знаешь что? Если он ничего не помнит, может, пусть так лучше остается. Голос влюбленного. Да, в прошлый раз ему не понравилось, как мы поступили. Если мы хотим спасти нашу возлюбленную, надо действовать осторожнее. Голос влюбленного появился. Я гребу, что у вас тут вообще происходит? Возлюбленную? Да, вам придется действовать очень осторожно, чтобы не раскрыть своих намерений, если вы попытаетесь спасти принцессу. Итак, все карты раскрыты, тогда знай, что мы с принцессой любим друг друга и вчетвером будем отражать все задуманные тобой попытки убить нас. Вчетвером? Так, допустим, голос героя, голос влюбленного, сама принцесса и еще чей-то голос. Или не принцесса, а мои все 4 голоса. Что? Посмотрим. Что бы ты ни делал, главное, не слушай его. Вот конкретно его. Похоже, он из тех, кто готов всем миром пожертвовать за поцелуй в щечку. Что на это можно возразить? Мир, в котором нет любви, не достоин спасения. Предположим, я говорю правду, и все на самом деле повторяется. Зачем мне тебя слушать? Зачем мне вообще хоть что-то делать? Предположим, ты правда видишь меня во второй раз, или не меня, а одну из моих версий. В прошлый раз ты умер. Уверен, это случилось только потому, что ты меня не слушал. Это ты нас прикончил, злодей. Голос влюбленного какой-то странный. Ну, не в прямом смысле, но ты сделал все, чтобы помешать нам спасти ее. О, из чего бы это? Возможно, с того, что у нас тут судьба всему мира на кону. Ни одна принцесса не стоит такой жертвы. Я не согласен. Я не собираюсь с тобой спорить, я просто наберусь терпения и буду надеяться, что кто бы ни принимал тут решение, он не будет слушать твоих возражений. И вообще, кажется, твой второй вопрос был, а какой вообще смысл что-то делать? Судя по нему, ты думаешь, будто все твои прошлые поступки не имели никаких последствий. Это опасное заблуждение.
В смысле, разумеется, не имели. Ты заставил принцессу нас убить, и все вернулось к начальной точке. Где ж тут последствия? Да, но если мы рассматриваем эту гипотезу, то напрашивается вопрос, как вам удалось вернуться? Это время просто обратилось вспять, или вы попали в некий иной мир? Но я уже думала, это мультивселенные какие-нибудь или что? Ну, петля это, конечно, хорошо, но... Что? Если второе, то как ты полагаешь, что произошло после твоей смерти? Думаешь, все жили долго и счастливо, или же предоставленная сама себе принцесса принесла конец всему и вся, как я и предупреждал? Она бы никогда так не поступила. Она прекрасный ангел, которого ты жестоко отправил на заточение, чтобы осуществить какой-то свой извращенный запутанный план. Окей, голос возлюбленного, ну прям очень странный. Типа он, я не знаю, я не могу объяснить. Запутанный? Нет, все очень просто. Принцесса плохая, останови ее, спаси всех. Давай-ка поговорим об этой принцессе. Ладно, быстренько, давай только. В прошлый раз ей удалось убить меня только по моей воле. Она и нож-то еле могла удержать. Разве она способна уничтожить мир? Способна. Поверь, я бы хотел посвятить тебя в подробности, но пока прошу просто довериться мне и не сомневаться, что ты справишься со своей задачей. Может быть, миру угрожает ее красота? Красота? Ладно, пусть будет красота. И предваряя твой вопрос, нет, мы не можем просто ставить ее там. Если ты с ней не покончишь, она найдет способ выбраться. Неприятно, понимаю, но ничего не поделаешь. Так, окей, кто запер ее в подвале и что это вообще за место? В подвале ее заперли люди. А что это за место, ты и так знаешь. Это тропа в лесу, не пытайся все усложнить. Если ее заперли люди, то почему же они не могут с ней покончить? Почему я должен делать это за них? Слушай, я не должен тебе это говорить, но ты особенный. Только ты способен справиться с этой задачей. Можешь считать, что так было сказано в каком-нибудь пророчестве. Такой вот расклад. Ух ты, кто бы мог подумать, что мы особенные. Но герою это явно нравится, быть особенным. Разумеется, вы особенные, как бы, иначе вы здесь очутились. Называя нас особенными, ты не завоюешь наше дружеское расположение, хоть нам и приятно это слышать. О, поверь мне, последнее, чего я хочу, это дружить с тобой, но я профессионал и не позволю личной неприязни встать на пути к спасению мира. И что-то не договариваешь, к чему вся эта скрытность? Я сказал все, что вам нужно знать, лишние подробности только осложнят задачу, которая в реальности не такая уж и трудная. Не люблю повторяться, но чем меньше ты о ней знаешь, тем лучше для всех. Знаю, звучит так, будто я что-то скрываю, но тебе придется поверить мне на слово. Агась, ну да, это все. Отлично, теперь за дело. Весь мир, затаив дыхание, ждет, когда ты спасешь его от гибели. Так. Опция. Они правы, я найду способ вызволить ее из этой избушки. Так-то, всех тебе не остановить. Всех нас. Мы покорим ее сердце во что бы то ни стало. И вот с этим ты соглашаешься? Хорошо, хоть ты пока до избушки не добрался, есть еще время подумать. Надеюсь, ты принимаешь правильное решение ради всех нас. Я думаю, что, возможно, я вот сейчас первый раз как пройду, так пройду. Не, научусь когда-нибудь говорить, может быть, хз. И типа у меня будет как бы моя оригинальная концовка, скажем так, ну вы поняли. А потом, возможно, я вне записи пройду еще раз, чтобы достичь другой концовки и вставлю ее в видео тоже, в конечное. Ну просто, чтобы мы увидели разное. Все, направиться в избушку. Хотя, мне кажется, тут много концовок. Да. Мы уже сказали, что не будем играть по игры. Это твоим лживым словам нельзя доверять. Ее красота вот единственная вещь на свете, в которую мы можем поверить. Мы это уже слышали. Я уверен, что ему просто нравится звук собственного голоса. Да, но при этом я говорю от чистого сердца. Мои чувства слишком глубоки. Я не могу подавить их и оставить невыраженными. У него такой стрёмный голос в плане тона. Знаешь, не голос сам, а вот тон такой, прям какого-то Гастона из Beauty and the Beast.
things are better kept quiet. Я все понимаю про твои страсти-мордасти, но они тут никого не интересуют. Некоторые вещи лучше держать в себе. Don't pay their bickering any mind. Не обращай внимания на их грызню, сосредоточься на задаче. Боже, это что? Ой, а это уже другой интерьер. Сдержанный, элегантный интерьер избушки с каменными стенами, покрытыми изысканными гобеленами. Тюрьма, достойная королевской особы. Единственный предмет мебели в ней — резной деревянный стол, на краю которого балансирует безупречный клинок. Он твое орудие, и без него ты не сможешь выполнить свою задачу. Ты забыл упомянуть про зеркало на стене. Кстати, да, вот. Здесь нет зеркала, есть стол, лежащий на нем клинок, и дверь в подвал, и больше ничего. Здесь точно есть зеркало. Нет. Уверен, будь здесь принцесса, она подтвердила бы наличие зеркала. И солгала бы, потому что никакого зеркала тут нет. Боже, я хочу посмотреть на свое отражение, увидеть, какой я красавец. Ужасно, это просто ужасно. Зачем ты врешь? Какой в этом смысл? Вот именно, зачем мне обманывать вас из-за такой ерунды? Для чего оно тебе вообще нужно, чтобы мы все подождали, пока ты почистишь перышки, будто у нас есть на это время? А подожди, как я выгляжу? Мне покажут меня конкретно полностью, а не просто там руку или то, что я какая-то цапля? Ну. Избушка выглядит... Давай подойти к зеркалу. Ты подходишь к стене рядом с дверью в подвал, это просто стена совершенно пустая. Не смешно. Протереть зеркало. Ты протягиваешь руку, касаешься пальцами стены избушки. Надеюсь, ты понимаешь, как нелепо сейчас выглядишь. Но оно только что здесь было. А теперь оно пропало. Жаль. Вдруг у нас перо выбилось, а мы об этом уже не узнаем. Но с выбившимся пером галантно покорить твое сердце не удастся. Боже, избушка выглядит не так, как в прошлый раз. Совсем не так. Разве? Если честно, я в прошлый раз не особо приглядывался. Наверное, это потому, что ты здесь еще не был. Надеюсь, теперь ты перестанешь нести чушь про прошлый раз. Ты не умирал, и уж тем более принцесса тебя не убивала. Возьми себя в руки, хватит отвлекаться. Я спускаюсь в подвал без клинка опять. Да, вот так вот. Дверь в подвал со скрипом распахивается, открывая извилистую лестницу. В свете факелов на стенах поблескивает золотая оторочка, покрывающего ступени ковра. Неверное мерцание огня делает это место в какой-то степени даже уютным. Но это по-прежнему каменный подвал. Если принцесса здесь живет, убийство будет актом милосердия. Снизу доносится тихий голос. Опять она испуганная. Этот голос, почему-то он кажется мне еще прекраснее, чем в прошлый раз. Я уже слышу звон свадебных колоколов. Ты что, отбитый, что ли? Слушай, головой думай. До сих пор я терпел молча, но это уже перебор. Нам почти ничего не известно о принцессе. Мы можем ей помочь и без этого невыносимого раболепия. А, я поняла, почему появился этот голос возлюбленного. Потому что я в прошлый раз выбрала что-то типа опцию «Ты что, со мной флиртуешь?» Кажется, что-то такое. Но у него, конечно, конкретно крыша едет. Именно, эта влюбленность просто дурацкая выдумка. Помни, что за всем ее обаянием стоят попытки манипуляции. Давай спустимся, давай. Ты спускаешься, ваши с принцессой взгляды встречаются, на ее запястье тяжелые кандалы, цепь которых прикованы к дальней стене. Любовь моя, мы пришли освободить тебя из ужасного и несправедливого заточения. Слушайте, заткните его кто-нибудь. Он мне реально напоминает Гастона из «Красавицы и чудовища», боже мой. Ты же в курсе, что она тебя не слышит? Пусть она и не слышит моих слов, но крик моей души наверняка способен достичь ее сердца. Этот чел меня пугает больше, чем рассказчик. Это уже не крик, а натуральный вопль. На самом деле, если прям вот честно, сейчас, в моменты, когда рассказчик говорит с возлюбленным, он мне прям импонирует. Это ты, мой храбрый герой. Я так боялась, что ты не вернешься. Ты меня очень пугаешь. Вы все. Слышали, она сказала «храбрый». И назвала нас героем. Вас обоих так легко поймать на лесть.
waiting for you to Но come back. боялась, что ты не вернешься. Я думала, в лесу вы несли какую-то чушь, но это практически неопровержимое доказательство. Вы здесь уже были. You've been here before. That's right, villain. Да, злодей, и ты убил нас. Well, То есть, she это она killed us. убила нас. Only because he made us try Но to только kill потому, her. что он принудил нас на нее Self-defense. напасть. Это была Our самозащита. beloved Жестокость не hands коснется remain рук нашей возлюбленной. unstained by cruelty. And you've died before. И ты уже умирал. Получается, весь мир погиб. Я надеялся, что стану первым. Но что сделано, то сделано. Главное, что в этот раз ты можешь все исправить. Что имеется в виду под фразой «я надеялся, что стану первым»? Первым чем? Каким первым? Что ты имеешь в виду? Я сохранюсь. Давайте на этом закончим. Можете писать свои предположения насчет всего происходящего. Я имею в виду предположения, потому что я, спрашиваю тех, кто не играли в игру, а те, кто играли в игру, если вы хотите написать, что здесь происходит, пожалуйста, ставьте спойлер. Ставьте спойлер. Не надо писать то, что вы знаете. Или пишите, но со спойлером. Спасибо. Я надеюсь, я донесла, потому что иногда некоторые прям писали без спойлера, без ничего, прям сходу, там вот это вот так, а я такая сижу и Спасибо. Так, вот, что я могу сказать? В принципе, возлюбленный, который голос, это какой-то кринж, голос героя, это такой 50 на 50 адекватный, когда как, знаешь. Рассказчик тоже 50 на 50 адекватный, принцесса, вообще не выкупаю ее. Мне кажется, она ведет себя в зависимости от моего поведения, но тоже не уверена. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.